Добрый день, дорогие друзья. И снова четверг, и снова шоу «Бизнес курит» в одно и то же время, в одном и том же месте, во всех самых популярных группах по Amazon, и eBay, и в Фейсбуке. И мы выходим также на YouTube, поэтому подписывайтесь на наш канал. Здесь будет очень интересно каждую неделю и каждый четверг. Сегодня у нас 25-й выпуск. Теперь мы начали писать на наших картинках в анонсах, какой номер будет выпуска. И в 25-м выпуске мы наконец-то пригласили Анну Храбову. Это наш главный бухгалтер, с которым мы работаем уже много лет и обслуживаем много-много-много компаний, которые занимаются Амазоном. Анна, здравствуйте. Да, здравствуйте, Антон. Добрый день, добрый вечер кому-то. Как ваше настроение с утра? Нормально, хорошо. Рабочее, да? Боевое. Боевое, отлично. Я хочу сказать, что все, кто нас сейчас смотрит, где бы вы нас ни смотрели, у вас всегда есть внизу такое поле, которое называется «Написать свой комментарий». В комментариях вы можете написать свой вопрос, и мы, безусловно, на этот вопрос ответим. Все, что касается бухгалтерского сопровождения компании в США, это все к нам. Мы этим занимаемся уже много лет, как я сказал, и мы знаем на этом очень много. А сегодня мы подготовили для вас целый перечень вопросов, которые мы будем обсуждать, и все это будет касаться компаний в Соединенных Штатах Америки, которые открываются для нерезидентов Соединенных Штатов Америки, то есть тех людей, которые не проживают в США, возможно, здесь никогда не были и, возможно, никогда не будут. Хотя, по-моему, все мечтают приехать в США. Ну, мне кажется, нет? Нет, есть огромное количество людей, в том числе наших клиентов, которые не хотят переезжать в США. Хорошо, давайте начнем. Анна, я хотел у вас спросить. Мы проводим много индивидуальных консультаций, и люди пишут часто в социальных сетях. В чем разница между типами компаний? То есть есть LLC, есть корпорация, какую лучше открыть нерезиденту, и чем они отличаются? Да, Антон, это такой довольно часто встречающийся вопрос, который мы постоянно обсуждаем. Он обсуждался и будет обсуждаться, наверное. Давайте скажем или расскажем про разницу между LLC и C корпорацией, да, потому что иностранные граждане не могут открыть другой вид корпорации, это S-корпорация. Этот вид компании только возможен для американских граждан, поэтому мы просто обсудим LLC и C-корпорацию. LLC могут быть... LLC – это Limited Liability Company, да, они могут быть как Single Member LLC, это когда задействован только один человек или один учредитель, и Multi-Member LLC – это когда два и более учредителя, то есть это как бы налогообложение такой компании идет уже как партнерство. Вот. И эти две компании, они называются pass-through entity, это переводится как то, что эти компании сами по себе не оплачивают налогов, да, то есть все налогообложение переходит к учредителю. То есть если это single member LLC, в этом случае LLC даже не подает информативную налоговую декларацию как отдельное юридическое лицо, а вся отчетность переходит сразу же к владельцу. Если же это партнерство, да, multi-member LLC, в этом случае партнерство подает отдельную декларацию как отдельная компания, и там уже идут определенные формы, которые вытекают оттуда и переходят на партнеров компании. Вот, и тогда они уже тоже должны подавать свои личные налоговые декларации в Америке. Правильно ли я понимаю, что в случае с LLC каждый из ее учредителей должен получить IT-номер, то есть это индивидуальный налоговый номер для физического лица, и платить налоги самостоятельно, отчитывая, подавая свою собственную декларацию? Так? Да, все верно. Окей, хорошо. У нас был еще другой вопрос по форме 5472, потому что... Различие про LLC и корпорацию. Хорошо. И в этом случае такие компании, которые называются pass-through entities, да, то есть которые переходят к учредителям, они с точки зрения налогообложения всегда выглядят более выгодно, и, скорее всего, это более часто предлагаемый вариант иностранным гражданам. В случае с C-корпорацией все не совсем однозначно, поэтому этот вид компании, наверное, не такой популярный. Но C-корпорация – это отдельное юридическое лицо, и оно
В принципе, сейчас и LLC, и C-корпорация с юридической точки зрения в Америке, да, приблизительно защищают учредителей приблизительно одинаково. Но с точки зрения иностранных граждан тут совсем чуть-чуть не так, да, потому что корпорация, в принципе, не открывает своего учредителя, то есть учредитель корпорации не изначально, по крайней мере, пока там определенные активности определенно не происходит, не открывается американской налоговой системе. И это один как бы из таких бенефитов, которые многие иностранные граждане предпочитают. В большинстве случаев это более актуально для компаний или для учредителей, которые с более большим бизнесом связаны, будем так говорить. Но сейчас это довольно-таки стало популярно для компаний, которые продают на Амазоне тоже. Здесь еще один такой момент, потому что так как глобализация происходит, да, и каждый год какие-то есть нововведения по поводу законов, и как разные страны контактируют или работают с друг другом. И страны, особенно если мы будем говорить сейчас о бывших странах СНГ, например, да, то там законы тоже меняются. И тип компании, которые вы имеете здесь, а также ваш процент учредительства, да, который вы имеете здесь в Америке, может иметь определенные последствия для вас в стране проживания или в стране, где вы являетесь налогоплательщиком. Поэтому эти факторы тоже должны быть учтены. То есть на консультациях мы очень часто говорим, что может быть здесь не рассматриваться только один факт того, что как для меня будет более выгодно в США, а как меньше налогов я заплачу в США, или вообще их нужно платить. Это один из вопросов. Да? Но здесь есть еще такой фактор, который бы я посоветовала людям рассмотреть и учесть, это то, что как это отразится на вашем налогообложении в стране вашего проживания. И опять хочу заметить, что это такая еще более развивающаяся тема, и она будет развиваться и дальше, потому что она довольно актуальна сейчас. Так как вы знаете, что Amazon продажи растут, и все, естественно, хотят получить свою долю налогов. Материальную. Да, как вы считаете, вот в случае с корпорацией или там в случае с LLC, будет ли американская налоговая передавать данные в дружественные страны туда, для того, чтобы, или там дружественные страны будут ли запрашивать информацию из американской налоговой для того, чтобы получить больше налогов с этих людей, которые являются владельцами там? Как вы считаете? Ну, я не знаю, или американская налоговая система будет передавать информацию туда. Это уже зависит от договоренностей, которые будут заключены, да, между странами. Но сейчас большинство стран, с которыми есть договоренность с Америкой, США, они передают информацию в США. Они передают сюда, понятно. Да. Окей. Но если они передают сюда, то, возможно, особенно сейчас в Украине, я слышал, очень сильно меняются законы о налогах, и там, возможно, будут серьезные изменения. Ладно, это мы не будем гадать на кофейной гуще. Давайте перейдем к следующему вопросу. Мы как-то не учли тот момент, по крайней мере, в прошлом вебинаре мы об этом не говорили. В случае с корпорацией у нее есть один тип налоговой декларации, да, то есть это 1120. В случае, если у LLC, то можно сдавать налоги как LLC или как корпорация. Это правильно? Правильное утверждение, да? Да. И в случае, если у нас владельцем LLC является не резидент США, то по умолчанию он будет сдавать налоговую декларацию как корпорация. Он не может сдавать как LLC. Это правильное утверждение или нет? Нет. Во-первых, чтобы сдавать как корпорация, там вы должны... называется election, да, по-английски, то есть сделать определенный election, сделать определенный выбор. Это определенная форма, которая подается в налоговую, где вы оповещаете АРС о том, что вы хотите налогооблагаться как корпорация. Если же человек просто организовывает как LLC, то есть или single member LLC, или партнерство, single member LLC, оно как по дефолту туда идет сразу же
как физическое лицо само подает, сам или сама за себя подает налоговую декларацию, или же, если это multi-member LLC, то дефолт тогда это партнерство, форма 1065, и потом определенные формы, которые вытекают оттуда и идут на личные налоговые декларации этих партнеров. Окей, но в случае, если это иностранный человек, не резидент, и он только-только вложил какие-то свои деньги в свою LLC, то он из этого следует, что он должен подавать форму 5472, а она только к 1120, как C-Election, правильно? Вот расскажите вот этот вот момент. Да, это, ну, насколько я понимаю, что если ты имеешь взаимоотношения финансовые между, как нерезидент со своей американской компанией LLC, то ты должен сдаваться по 1120, а это уже C-Election. Да, ну, такой форма 5472 в случае с Single Member LLC, она отчитывается о том, что 25% или более владелец компании является иностранным гражданином. То есть в нашем случае это single member, то есть он 100% является владельцем этой компании, соответственно, он должен или она должна подавать форму 5472. Даже если не было никаких трансферов денежных между странами. Вот, то есть форма 5472 должна подаваться. И эта форма просто как дополнительная отчетность, но эта форма, она прикреплена к форме 1120. Поэтому здесь как бы... Значит, я прав все-таки, что... Это по дефолту вы должны подавать форму 5472 вместе, оно называется проформа 1120, подаются эти две формы с вашей личной налоговой декларацией американской, форма 1040 она. Соответственно, ну, то есть я прав, да, что мы не можем подавать как LLC, если мы являемся нерезидентом, мы должны подавать форму 1120, так? Подаются три формы. Вы подаете налоговую декларацию как физическое лицо в Соединенных Штатах Америки. То есть эта форма подается. В дополнение к этой форме мы также подаем форму 5472 плюс 1120, потому что 5472 прикреплена к этой декларации 1120, и эта информативная декларация, она не облагается налогом, но она должна подаваться. Здесь есть разница, потому что это актуально только для single member LLC. Но разница в том, что multi-member LLC, то есть партнерство, оно не подает форму 5472. Там правила чуть другие. Как все сложно. Ладно, я думаю, что если нас смотрят все те, кто уже имеет LLC или multi-member LLC или корпорацию, вы базовые вещи поняли. Если вам нужна индивидуальная консультация, пожалуйста, обращайтесь к своему бухгалтеру или к Анне, мы с удовольствием вас проконсультируем. Давайте тогда не будем делать из этого вебинара этот гид по бухгалтерии в Соединенных Штатах Америки, поговорим про более широкие понятия. Есть такое утверждение, оно очень много раз муссировалось в наших русскоязычных группах по Амазону, что если ты открываешь там LLC во Флориде, где, как известно, нету штатного налога, то ты как нерезидент можешь налоги в США вообще не платить, ты должен их платить где-нибудь там в своей стране, там, в Украине. То есть Америка от тебя ничего не получит. Насколько вот это утверждение верно, и как после того, как вы ответите, я вам дам покажу сейчас на экран несколько ссылок, вроде бы сайтов, вроде бы бухгалтеров, которые имеют мнение, что да, действительно так не надо платить. Скажите ваше мнение. Ну, во-первых, это неоднозначный вопрос, и на него однозначного ответа тоже нет. Почему? Потому что, во-первых, вы продаете на Амазоне как иностранное лицо, или же вы все-таки зарегистрировали какую-то компанию, то есть какой-то вид компании здесь в Америке, и у вас существует эта компания, потому что это будет два разных вида, соответственно, как мы будем с этим работать, правильно? Или если вы просто иностранное физическое лицо, которое работает на Амазоне, естественно, мы с вами даже работать, в принципе, не будем, потому что вам делать ничего не надо, это как бы отдельная тема совсем, да, то есть там Amazon просит от вас определенные формы, и вы уже просто отчитываетесь у себя в стране. Я так понимаю, что почему многие Amazon продавцы пытаются зарегистрировать все-таки какой-то вид компании, потому что сейчас это, не знаю, более актуально, Amazon запрашивает какую-то информацию и так далее. Да. То есть здесь есть какая-то необходимость все-таки какую-то компанию зарегистрировать и
показывать себя как компания, которая легально делает бизнес в Америке. Да, может ли вот эта вот компания, которая легально делает бизнес, но физически здесь нигде не находится, не платить налоги? Нет. Ну, здесь давайте мы с вами перейдем. Мой ответ на этот вопрос нет. Это мой субъективный, как бы будем говорить так, ответ. Почему мы можем рассмотреть с вами, да, то, о чем мы с вами говорили за камерой? Давайте, да, я сейчас покажу. Вот здесь вот мы нашли сайт ustax.bz, non-US Amazon sellers get your money back from the IRS. То есть не американские Amazon продавцы могут получить деньги обратно от IRS. А если вот здесь вот мы выведем вот этот вот текст и переведем его, здесь автоматически у меня перевод есть, здесь написано, что если подают налоговые декларации США и выплачивают налоги в США, хотя на самом деле это не требуется по законам США. Как американец я просто хочу, по крайней мере, теоретически я полагаю, что мои личные налоговые обязательства намного ниже из ваших взносов. То есть здесь говорится о том, что вы не должны, да, платить в Соединенных Штатах Америки. И вот как это реально работает. Главное здесь, что вы облагаетесь налогами в США только в том случае, если вы занимаетесь торговлей или бизнесом в Соединенных Штатах Америки. Это происходит только тогда, когда у вас есть собственные люди в США, которые управляют вашим бизнесом. Ну, то есть вот это дословный перевод, почему вы не должны платить налоги. Анна? Да, ну, это один из веб-сайтов, которые предлагают определенную информацию, да. Я сейчас вернусь, я хочу как бы заметить, что очень много информации, если этот вопрос очень часто задавался клиентами, да, которые приходили на консультацию, или же клиентами, с которыми мы уже работаем. И мне было интересно посмотреть, что же выходит или что поисковик выдает, когда люди делают такой запрос. Может быть, чуть-чуть отличаться, если, конечно, запрос сделан там в России или на Украине, там еще где-то, и у меня здесь, да, вот в Атланте. Ну да. Но когда я ввожу базовый такой вопрос, да, иностранный граждан, владелец продает на Амазоне подоходный налог. Вот такой вот базовый как бы запрос. Сразу выходит огромное количество веб-сайтов, которые предлагают совершенно разную информацию. Потому что если вы начнете смотреть или читать, да, открывать каждый веб-сайт и смотреть, что они рассказывают по поводу подоходного налога. Информация довольно-таки разная. То есть одни говорят, что вообще ничего делать не надо. Другие говорят, что надо делать, подавать protective return, это как защитную налоговую декларацию, но ничего платить не надо. Третьи говорят, что надо смотреть на закон о двойном налогообложении между странами, да, договор. Другие предлагают вернуть вам деньги. То есть очень много абсолютно информации, которая очень разнится между собой. Я в основном, что меня как бы заинтересовало, я их просмотрела, потому что мне опять-таки было интересно. Во-первых, первый клиент, который мне сказал о том, что есть такой веб-сайт, и на нем говорится, что мне ничего делать не надо, по-моему, это было, может быть, около года назад, если не больше. И был такой веб-сайт, я не знаю, ли у вас, Антон, он есть, какая-то компания, бухгалтерская компания в каком-то штате, они рассказывали о том, что ничего делать не надо. Самый интересный момент – это то, что когда я зашла на веб-сайт этой же компании, потому что они рекламируют себя, и они выходят, да, как их веб-сайт выдает поисковик, если вы делаете такой запрос. Если вы сейчас посмотрите на то, что они уже пишут на своем веб-сайте, информация это чуть другая. То есть они теперь пишут, что нет, мы все-таки советуем, что вам нужно что-то делать, но все равно мы вам можем помочь минимизировать эти налоги. Вот. И я как бы, мне было интересно тот факт, что теперь информация на их веб-сайте поменялась. Но дело не в этом. Дело в том, что я бы предостерегла людей, да, читать абсолютно разную информацию, делать какие-то выводы по этому поводу. Почему? Потому что, во-первых,
этот запрос произошел, но я не получила, по крайней мере здесь, в Америке, я не получила назад ни одного веб-сайта, который действительно может квалифицироваться как хороший, достоверный source информации, да, то есть это ни IRAS веб-сайт не выпал, не выпал веб-сайт ни какой-то мировой консалтинговой компании, у которой хорошая репутация. Да? Здесь 4 самых больших консалтинговые компании, которые мировые, и по каждому на определенные темы, которые достаточно важные по налогам или по аудиту, они делают research, и очень часто, если вы какой-то вопрос задаете, выходит research paper, да, то есть с их веб-сайтом. Мне показалось странным то, что на эту конкретную тему ни одна из больших компаний не поставила какого-то определенной информацию по этому поводу. И у меня мои личные догадки на эту тему. Почему? Потому что есть налоговое законодательство, да, которое касается налогообложения иностранных граждан, которые ведут какой-то бизнес в Америке. Да, то есть есть несколько, может быть, каких моментов, которые очень часто упоминаются, да, которые вот люди, которые продают на Амазоне, они, наверное, слышали. Есть US Connected Income, да, Effectively Connected Income, есть Permanent Establishment, есть Treaties, и это вот, наверное, люди, которые разговаривают с бухгалтерами, с консультантами, они очень часто слышат эту терминологию. К чему сводится как бы законодательство? Будем еще также упомянуть, я хочу, что само законодательство о двойном налогообложении, оно достаточно устаревшее. И потому что с большинством странами, которые мы с вами здесь работаем, да, этот закон, договора были подписаны очень давно. Некоторые больше 30 лет. Соответственно, у них есть момент, что если это effectively connected income, мы делаем вот так. Если же это ваша нога никогда не ступала на американскую землю, вы используете какого-то агента, который для вас делает абсолютно все вещи, и вы просто делаете менеджмент этого агента, мы будем делать это вот так. А в чем вопрос, как бы, да, в чем суть сейчас? Почему очень многие люди не могут ответить на этот вопрос? Потому что это очень размыто, и изначально, когда продажи на Амазоне только начались, когда они начали расти, люди придерживались или приходили к такому выводу, что Amazon является как бы независимым агентом, и, соответственно, компании, которые регистрировались в Америке, они должны были подавать отчетность, то есть отчетность, налоговая декларация в конце года должны подаваться в любом случае. Но они попадали под договора о двойном налогообложении, в принципе, не должны были платить никаких налогов, потому что, в принципе, у них нет permanent establishment, да, то есть нет, они не присутствуют, да, в США, то есть у них нет физического присутствия. Вы согласны с этим, что если они не присутствуют, то они не должны? Я отвечу вам на этот вопрос, да. Потому что я не думаю, что кто-либо сейчас знает ответ на этот вопрос, на самом деле, как бы смешно это ни звучало. Вот. Я вам скажу, почему, у меня мысль не закончена чуть-чуть. Изначально многие считали, что нет физического присутствия, Amazon независимый агент, нам просто нужно подать налоговую декларацию, и как бы все, и мы попадаем под закон о двойном налогообложении. А здесь также еще нужно заметить момент, что закон о двойном налогообложении отличается. То есть если вы живете, например, в Беларуси, этот закон отличается от Украины. Если вы живете в России, этот закон отличается от Израиля. С Израилем закон очень интересный. Он совсем отличается от наших бывших стран СНГ. Поэтому это опять-таки очень индивидуально. Ну и теперь ответ, как бы, согласна ли я с тем, что нет физического присутствия. В принципе, сейчас это такая довольно, ну, можно сказать, агрессивная позиция. Почему? Потому что так как продажи на Амазоне растут, и они очень большие, соответственно,
все хотят получить налоги, да? Поэтому вот именно вот этот вот фактор, является ли Amazon независимым агентом, он сейчас очень, не знаю, детально рассматривается, и очень много обсуждения ведется на эту тему. И что произойдет с этим, ну, естественно, это догадки или какая-то спекуляция на эту тему, да, потому что мы не знаем, что может произойти. Но если базироваться на определенном законодательстве, которое вот недавно, не недавно, а уже от нескольких лет, которое вот поменялось, да, будем говорить так, то можно сделать вывод, что, скорее всего, американское налоговое законодательство поменяется в сторону того, что больше отчетности, да, и какие-то налоги нужно будет платить здесь. Опять-таки, это такое субъективное мнение, это что-то, что пока еще не произошло. Но почему я такого мнения, вам скажу, потому что, опять-таки, пока интернет-продажи только как бы начинались, да, они не были такими большими, да, по количеству для Соединенных Штатов Америки, был закон о sales taxes, да, то есть открывались компании американские, даже не с иностранными гражданами, а американские компании, которые открывались, например, в одном штате и начинали продавать свой товар по абсолютно разным штатам. И на тот момент, да, они не собирали sales tax, то есть налог на продажу, налог на товар в других штатах. Так вот, это законодательство очень-очень сильно поменялось, буквально, вот, ну, не знаю, сколько там, 5-6 лет, я не помню конкретно какой год, да, но вот в это время это законодательство очень сильно поменялось, и сейчас вот все интернет-продажи, да, вы должны достаточно, не жестоко, достаточно детально это рассматривать, то есть определенную программу. Да, это вот income tax, все-таки ваше мнение, нужно платить или не надо? Мое мнение, да. Во-первых, но сколько надо платить, это уже другой вопрос, потому что есть несколько моментов. Во-первых, нужно рассматривать, опять-таки, договор о двойном налогообложении между конкретными странами, это первое. И между разными странами они отличаются, и даже вот этот вот фактор по поводу независимого агента, опять-таки, этот момент, он отличается между Украиной и Израилем и, например, Гонконгом. Кстати, мне было интересно, что я не упомянула. Один из веб-сайтов, когда я просматривала вот запрос в поисковике, да, и просто вот смотрела, что, какие услуги предоставляют эти компании, которые пишут эту информацию, да, на веб-сайте, что ничего не надо делать, или же надо делать, но мы сделаем это так и так далее. Один из этих веб-сайтов давал такой пример, что, например, в Гонконге, у Америки с Гонконгом нет договора о двойном налогообложении. Соответственно, если вы, например, физическое лицо, которое являетесь налогоплательщиком Гонконга, и вы делаете какой-то бизнес с Америкой, вы должны платить там 30-35% налогов здесь, в Америке. Эта компания предлагает вам, а договора нет. То есть эта компания предлагает вам определенную очень агрессивную позицию на своей налоговой декларации, и они предлагают услуги налогового адвоката, который будет вас защищать в случае, если АРС решит вас проверить. Сразу заранее, что мы идем в суд, да? Ну, вот. Опять-таки, может быть, для кого-то это, конечно, зависит от типа бизнеса, который вы ведете, да, от дохода, от суммы доходов, которые вы получаете. Может, для кого-то этот вариант и будет работать, да, но просто хотела предупредить, что очень много этих веб-сайтов, которые предоставляют определенную информацию, это, во-первых, субъективная интерпретация закона, во-вторых, эти компании в основном какие-то маленькие компании без всемирной репутации, и они предоставляют или пытаются вас как бы предоставить вам определенные услуги. Некоторые из этих компаний даже не находятся в Соединенных Штатах. То есть вот, например, ту, которую вы открывали, они находятся в Белизе. Окей. Вот я вам еще одну хочу показать. Статью здесь
are foreign sellers selling Amazon.com required to pay US taxes? И здесь написано, что если вот мы прям будем через автоматический перевод его делать, то в соответствии с разделом бла-бла-бла, который занимается торговлей или бизнесом в Соединенных Штатах, облагается федеральным подоходным налогом США на свой доход, который фактически связан с ведением торговли и бизнеса в Соединенных Штатах. Это вот, соответственно, пункт первый. Но пункт второй также объясняет, что физическое лицо не резидент, как правило, облагается подоходным налогом США по дифференцированным ставкам на налогооблагаемый доход, который фактически связан бла-бла-бла с ведением торговли в США. То есть здесь говорится о том, что все-таки надо, но это дифференцированная система, которая может быть отличаться друг от друга, да? Ну, в зависимости от гражданства человека. Я правильно понимаю это? Ну, здесь написано о том, что если это физическое лицо, которое, например, как пример Single Member LLC, то что это физическое лицо будет облагаться такой же налоговой ставкой, как американский гражданин, который подает налоговую декларацию в Америке. То есть за такими же ставками, да, то есть там, если там, например, доход от 10 до там, 30 тысяч, это определенная ставка и так далее. Это то, что они имеют в виду. То, что они имеют, то есть они подтверждают, что нужно все-таки платить, наверное. Ну, это как бы финальное, так сказать, заключение, да, на вопрос, но опять-таки это неоднозначно, потому что нужно рассматривать ситуацию. Во-первых, очень много компаний, которые, может быть, изначально делаются как multi-member LLC, и потом у людей есть какие-то или родственники, да, или друзья, которые им помогают с ведением бизнеса здесь, в Америке. Это существенно меняет как бы всю ситуацию. Меняет, да. Потому что если все-таки здесь есть один из учредителей или один из партнеров компании, это опять-таки поменяет то, как мы будем смотреть на вашу налоговую ситуацию. И что вообще, в принципе, нужно делать, и даже с точки зрения отчетности. У нас есть один вопрос от зрителя, который нас сейчас смотрит. Я, с вашего позволения, выведу его на экран. Анна, добрый день. А почему нельзя задать вопрос, нужно или не нужно физическому лицу нерезиденту платить налоги в США, если он торгует в США, IRS, и получить от них официальный ответ? Вы как CPA можете это сделать? Вот IRS в данном случае, если они будут давать вот такой официальный ответ на запрос, они смогут учесть или они скажут, опять же, в зависимости от вашей ситуации? Ну, в принципе, вопросы IRS задать можно, и они не конкретно IRS, а есть несколько служб, которые связаны с IRS, которые помогают по... Интерпретировать закон, да? Ну, можно и так сказать, они называются как бы технические вопросы, то есть вопросы, которые требуют, которые неоднозначны, да, то есть можно интерпретировать закон по-разному. И эти службы, которые связаны с IRS, они называются IRS Technical Line, и они есть по аудитам, есть по налоговым декларациям, и они по каждой форме, то есть по 11.20, по 10.40 и так далее, там есть определенные люди, которые сидят и отвечают на такие вопросы. Честно сказать, то есть вопрос задать им можно. Как они ответят на этот вопрос, я, честно говоря, не знаю. Они очень часто не дают, вернее, очень часто дают размытый ответ. Очень часто они дают ответ, который, может быть, мы бы советовали, например, сделать это так. Иногда, ну, то, что у них будет ответ более консервативный, я почти уверена. Что платить налоги надо, да? Да. Наверное, иногда могут просто дать ссылки на то, что мы вам советуем посмотреть кейсы вот такие-то и такие-то и такие-то, чтобы вы знали, как мы с этим работали, да. Как мы с этим работали в суде с подобной ситуацией. То есть они вас просто дадут ссылки. То есть вот нет, вопрос, конечно, задать им можно, и они должны будут на него ответить. Да. Ну вот, наверное, тот же человек нам написал, к сожалению, я не вижу, кто это пишет. Вы сказали, что субъективная интерпретация закона. Но вы же сами сказали, что сейчас никто не знает, как правильно это делать, платить или не платить налоги нерезидентам, если они торгуют в США и проживают в США. Получается, что объективно интерпретировать закон не может никто.
Ну, даже это если продолжаем, то есть мы можем дальше посмеяться над тем, что... А если написать им запрос и получить от них ответ, то, наверное, он будет такой же, ну, то есть расплывчатый. Я приблизительно, во-первых, в чем интерпретация заключается? Потому что интерпретация не заключается в том, что если у вас, например, single member LLC или multi-member LLC, вам нужно подавать вот такие-то формы. Интерпретация не заключается в этом. В чем заключается интерпретация? Это нужно ли мне платить определенный налог на определенную ставку, налоговую ставку, или нет. А почему интерпретация? Потому что здесь зависит от того, будет ли квалифицироваться ваш конкретный бизнес как effectively connected income, то есть как доход, который непосредственно связан с Соединенными Штатами Америки. Вот именно вот этот вот фактор, да, а здесь идет следующий вопрос. Если это effectively connected income, я работаю с независимым агентом или нет? Потому что если я работаю с независимым агентом, тогда это, скорее всего, может быть квалифицироваться как не effectively connected income, и, соответственно, мне нужно подавать налоговую декларацию, нужно будет подавать определенные формы, которые информируют IRS о том, что я соответствую определенному договору о двойном налогообложении. Вот. То есть это все равно нужно делать. Но сейчас очень много дискуссий по поводу того, или дебатов по поводу того, является ли Amazon действительно независимым агентом или нет. Могу ли я ссылаться на это? Очень много информации, подтверждающей, что пока, на данную минуту, это так. Да, то есть Amazon, в принципе, является независимым агентом. Окей, какой следующий шаг, какой у нас, что мы делаем? Вот. Мы будем идти... если завтра Amazon будет признан не агентом, а продажником, то тогда совершенно ситуация изменится, и к нему будут относиться совершенно по-другому, да? Ну, это очень возможно. Это очень возможно. Господа, я благодарю вас за комментарии. Там и было еще несколько комментариев. К сожалению, вот точнее, не к сожалению или к счастью, мы высказали свою позицию, и можно написать запрос в IRS. Мы подумаем об этом. Возможно, мы в какой-то перспективе это сделаем и посмотрим, что они ответят. Но это скорее политические дебаты, чем какой-то конкретный ответ. Потому что, как Анна сказала, если это Amazon будет признан независимым агентом, тогда это одна история. Если завтра позиция к Amazon изменится, и Amazon будет не независимым агентом, а продавцом, то тогда это совершенно другая трактовка. И если сегодня IRS ответит вот так, то завтра она может ответить совершенно по-другому. Я думаю, что здесь даже... Здесь несколько моментов, которые нужно учесть, потому что многие Amazon-бизнесы работают только с Amazon. Есть другие бизнесы, которые открывают склады или используют услуги третьих совсем независимых компаний, да, в определенных штатах. И это тоже влияет на то, как ваша налоговая декларация может быть рассмотрена IRS. Кстати, если вы использовали преп-центр для временного складирования товара, то вы работаете не только, получается, с Амазоном, а еще и с другими компаниями, и трактовка в данном случае может быть совершенно другой. Она может поменяться, это также зависит от того, какие еще услуги вы используете здесь. Если у вас человек, который, может быть, что-то контролирует здесь и так далее. То есть очень много факторов, которые могут влиятельно изменить, да. Пользуетесь ли вы услугами американского бухгалтера, а он является вашим представителем, соответственно, все, у вас уже Nexus, да? Ну, здесь есть еще один момент, потому что законы о двойном налогообложении или договора, они все на федеральном уровне. Мне кажется, что мы довольно-таки часто упускаем этот момент, что штатовская налоговая декларация, да, то есть налоговая декларация, которая должна подаваться в Штатах, потому что в большинстве штатов все-таки есть налогообложение, и там должна подаваться налоговая декларация. Так вот, налогообложение или законодательство налоговое штата, оно отличается от федерального. То есть штаты не смотрят на то, какие там договора на федеральном уровне были подписаны с какими странами. То есть
здесь возникает другой вопрос, что Штаты, и, кстати, это уже происходит, например, наш любимый штат Калифорния, они уже просто как эта информация даже доступна на интернете, да, то есть вы можете это посмотреть, вы можете ввести это в поисковик, я Калифорния. Пришло туда, и все, и вас уже обязуют делать с Nexus, да? Налоговую декларацию в штате Калифорния, если у вас там есть продажи на определенную сумму и так далее, они будут с вас... Кстати, они могут с вас требовать налоговую декларацию независимо от того, достигло ли количество продаж у вас в этом штате сумм, которые трэш-холды, да, то есть лимиты, по которому вы должны подавать налоговую декларацию. Они просто отслеживают, да, то есть у них достаточно много вариантов, как они могут просмотреть, торгуете ли вы на Амазоне в штат Калифорния или нет. А Калифорния – это достаточно большой как бы маркет, да, для продаж на Амазоне, поэтому они прекрасно знают, это они присылают письма, то есть они как бы поставили людей в известность, что они будут этим заниматься. Хорошо. Второй штат, который, в принципе, для физических лиц и для LLC у них нет налогообложения, это Флорида, да. Но, кстати, этот штат тоже, если у вас там есть sales tax регистрация, то есть если вы туда продаете и подавали sales tax отчеты, то есть... Могут обязательно зарегистрироваться там, да? Особенно если у вас C-корпорация, то, скорее всего, они захотят от вас получить налоговую декларацию в штате Флорида. Я понял. Ну, вот этот момент о том, что налоговые декларации по штатам должны быть поданы, да, этот момент очень часто упускается. То есть мы в основном всегда говорим о федеральном уровне, да, о федеральной налоговой декларации, договорах, которые подписаны на федеральном уровне, а штаты как бы у нас из вида мы упускаем. Ну и сейчас, опять-таки, продажи на Амазоне очень большие, то есть доход от этих продаж государства, федеральной налоговой службы, а также штатовские налоговые службы, все хотят кусочек пирога себе. И у штатов мало денег сейчас, особенно после ковида, после всех выплат, которые они все делают. Некоторые штаты становятся очень агрессивными в этом плане. Я понял. Мы немножко сбились из графика. Ребят, кто писал комментарии на YouTube, я их вижу. Просто они пока не в тему, они немножко позже, мы их обязательно зачитаем. У нас есть еще три коротких или, возможно, длинных вопроса про продажи. Все компании, я в это верю с самого начала своей работы, те, которые создаются под Amazon, рано или поздно будут проданы. Будут проданы с точки зрения или добились какого-то успеха, или не добились какого-то успеха. И очень часто мы видим в наших Amazon-сообществах о том, что продается компания и так далее. Скажите, что проще продать, LLC или корпорацию? И если это примерно одинаково, то какой должен быть процесс в общих чертах? Во-первых, это должно быть как бы формально юридически, должен быть какой-то договор, где описывается, что конкретно вы продаете. В случае с LLC, я бы не сказала, что сложно продать LLC или корпорацию. Просто процесс, да, или что конкретно вы продаете в случае с LLC чуть-чуть отличается от корпорации. То есть в корпорации вы можете продать или же активы компании, да, то есть assets по-английски, или же вы можете продать стак, то есть именно проценты акций своей компании, да, то есть или 100%, или там определенный процент. С LLC чуть-чуть по-другому, потому что в основном это всегда идет продажа активов. Вот, не совсем конкретно учредительство в LLC. Налоговые последствия с точки зрения корпорации, они довольно-таки, я бы не сказала, что они легкие, да, но их намного легче, потому что в случае с LLC, я не хочу углубляться в налогообложение, потому что здесь очень много связано, есть такой термин, как shareholder basis, да, вот у нас. И в LLC очень много связано, получала ли компания доход, что менялось, то есть налогообложение лица, физического лица, который продает какие-то активы в LLC, оно может быть достаточно сложным. Вот.
с этой точки зрения. Юридически это, наверное, вопрос к адвокату. С корпорацией достаточно все более просто. Опять-таки, вы продаете вот определенные акции компании, да, и тут достаточно легко можно прописать. С LLC, мне кажется, чуть больше размытости, может быть так. И очень часто я вижу, что, в принципе, люди, можно так сказать, договариваются на салфетке, да, вот я вам продам вот компанию, у меня, не знаю, у меня вот есть имя, я вам ее продам, я за это получу $10 000. Да. И они, в принципе, потом просто говорят: о, вы знаете, а я продал вот эту вот компанию, теперь у этой компании новый владелец. Вот. Мне ничего делать больше не надо. Ну, будем так говорить, что если вы так делаете, то, естественно, вы просто очень сильно рискуете. Здесь я бы посоветовала все-таки получить определенную консультацию или от юриста, или от бухгалтера, который EA, или от бухгалтера, который CPA, чтобы знать, как действовать и как это повлияет на вашу отчетность в следующем году, если вы продали, например, в середине года и так далее. Окей. Давайте поговорим, у нас еще два вопроса. Сейчас уже какой у нас? Сейчас у нас уже конец августа, и скоро у нас будут уже годовые отчеты. И как-то раз, то есть примерно год назад мы говорили о том, что компании, особенно которые существуют не первый год, должны подавать отчеты ежеквартально, а не раз в год. Объясните, как это происходит, какие сроки, почему это так должно быть? Есть несколько... Здесь нюансов есть несколько. Во-первых, если таковое, как отчетность, которая подается куда-то, да, такого нет. Но есть обязанность такая, да, у налогоплательщика выплачивать, если есть налоговая... То есть если человек или компания должны будут налоги в конце года, да, и это видно по доходу, который мы уже можем видеть сейчас на конец второго квартала, на конец третьего квартала. И здесь еще есть такие факторы, как опять-таки, что конкретно, какую позицию мы будем брать, может, мы пропустили этот вопрос, агрессивную или консервативную, связанную с определенными моментами, может быть, на договоре о двойном налогообложении. Да, здесь много факторов. Опять-таки, если все-таки есть вероятность того, что компания или человек будут должны налоги в конце года, опять-таки, зависит от того, сколько они будут должны, то тогда они обязаны, в принципе, да, подавать по кварталу, вернее, не подавать, а выплачивать поквартальные налоги. Да, поквартально. Но такого, как отчет, да, то есть вот отчет, который они должны подать в IRS или в штат, отчета нет, они должны заплатить деньги. Отчет они будут подавать в конце года. Отчеты, вы нам денег даете, да? Как-то так. Но есть еще один нюанс того, что если это иностранный граждан и определенное, например, учредительство пси-корпорации, они выплачивали деньги как дивиденды, например, да? Тут уже есть другая отчетность, это должна быть определенная форма, которая должна подаваться, если, например, в определенный квартал вы выплатили какие-то суммы, там есть определенная форма, которая подается, и вместе с ней выплачивается налог определенный. Но здесь опять очень много нюансов, да, с какой иностранный гражданин в какой стране проживает, есть ли какая-то сниженная ставка на налог на дивиденды с этой страной и так далее. Ну, так или иначе, об этом нужно помнить, о том, что 4 раза в год, какого-то 15 апреля, да, 15 июля, сентября и января, да, или нет? До 15 января, до 15 апреля, до 15 июня и до 15 сентября. И до 15 сентября вот в эти сроки нужно заплатить промежуточные налоги на прибыль, и проконсультируйтесь со своим налоговым консультантом и просоветуйтесь, когда вам нужно платить, чтобы потом в конце года не платить больше. Да, вы сказали сейчас, что мы пропустили один из вопросов, это консервативная и агрессивная налоговая позиция. Если в двух словах скажу, что когда вы относитесь к налоговой более консервативно, то есть вы готовы платить налоги, а не спорить, и это консервативная позиция, на мой взгляд. А если вы более агрессивны, это значит, вы хотите поспорить, а не платить. Это в общих чертах, я правильно понимаю, да? Ну, в общих чертах, да. Если у вас есть какие-то
какая-то позиция на налоговой декларации, которая считается агрессивной, это, в принципе, позиция, которую АРС или штат могут оспорить, если они решат проверить вашу налоговую декларацию. То есть это что-то, что недостаточно прямолинейно, да, будем так говорить, что-то, о чем можно поспорить с налоговой службой и сказать, я думаю, это вот так, а не вот так. Или же, например, я дам пример, C-корпорации, если в течение 3 лет и более компания получала доходы, и система, как считается доход, там определенная есть формула и так далее. Мы сейчас не будем выдаваться в эти подробности. Но если C-корпорация получала доход в течение нескольких лет и не выплачивала дивиденды своему учредителю, который является иностранным гражданином, даже если он является не иностранным гражданином, а американским, это уже агрессивная позиция. Почему? Потому что по правилам после того, как корпорация имеет доход в течение нескольких лет, они, в принципе, должны выплачивать дивиденды. Соответственно, человек, который получает эти дивиденды, будет платить определенный налог на эти дивиденды. Если он себе не выплачивает эти дивиденды, или корпорация ему не выплачивает дивиденды по несуществующим причинам, да, АРС тогда говорит, это позиция агрессивная, потому что АРС скажет, вы должны были выплатить себе дивиденды, вы должны были на эти дивиденды заплатить налог. Потому что налоги на дивиденды, они самые большие, поэтому налоговая хочет чуть больше денег, да? Они не самые большие, они... Я имею в виду из общего, то есть они больше, чем налог на доходы, да, правильно? Или нет? Нет, это неверно. Нет. Okay. В зависимости от страны, например, с Россией налог на дивиденды, по-моему, 5%. То есть нет, налог на дивиденды не самый большой. Окей, хорошо. Об этом мы тоже поговорили. У нас есть несколько вопросов с YouTube. Люди просят, чтобы мы их задали. Я сейчас их, с вашего позволения, выведу на экран. Ярослав пишет, как лучше всего, выгоднее всего выводить зарплату владельцу корпорации, резиденту Германии? Зарплата или дивиденды? Вот здесь, наверное, можно сказать, что есть зарплата, дивиденда, а есть компенсация, да? Ну, во-первых, если человек не является резидентом Соединенных Штатов, то такого термина, как зарплата, в принципе, для него быть не может. Это будет определенная компенсация, и здесь нужно будет рассматривать договор о двойном налогообложении с Германией конкретно. Вот. Но если у нас если зарплаты нету, то, получается, есть компенсация и дивиденды, да? В чем различие между компенсацией и дивидендой? Компенсация будет, она уменьшит ваш доход компании, да, то есть, соответственно, компенсация – это как расход компании, и она уменьшит налогооблагаемую базу в конце года. То есть доход он будет уменьшен на сумму выплат компенсации директору или менеджеру, который находится в Германии. Дивиденды же это никакого отношения к расходной части не имеют. То есть если вы получили доход от компании в $100 тысяч в конце года и решили, например, 50 тысяч вывести как дивиденд или заплатить, да, как дивиденды, вы заплатили 50 тысяч, вы заплатите налог на 100 тысяч, плюс вы заплатите, если, естественно, вам надо будет его платить, там, если нет никаких нюансов по договорам с Германией и Соединенными Штатами. Да? Опять-таки зависит от типа компании. Я не знаю, о каком типе компании мы говорим. Просто тот факт, что дивиденды не снижают налогооблагаемую базу. То есть вы заплатите налог на весь доход компании, если это будет требоваться, конечно, и потом заплатите налог на дивиденды, которые вы вывели в Германию. Я не знаю, не помню. Это проконсультируйте. Налоговую ставку, она, скорее всего, снижена на дивиденды с Германией, но я не уверена, какой конкретно процент. Окей. Еще один вопрос. Есть ли разница между LLC и C-Corp для расходов, связанных с их деятельностью в Украине? А точнее, если товар производится в Украине, каким видом компании легче будет вести бухгалтерию? Нет, абсолютно не имеет разницы. То есть расходы как для LLC и для C-Corp, то есть закон, да, и, как бы, можно сказать, протокол, который должен быть, как бы, которому вы должны следовать, он один и тот же, независимо от типа компании. И бухгалтерия должна вестись одинаково.
просто здесь уже идет речь о том, как будет налогооблагаться та или иная, тот или иной вид компании, да, но в том смысле, как ведется бухгалтерия и какие расходы можно учитывать, и какие нет, это абсолютно одинаково для обоих видов компаний. Okay. Понятно. Ну и в завершении хочу вас еще спросить. Если мы говорим исключительно про компании, которые занимаются e-commerce или, ну, то есть e-commerce, Amazon и так далее, какие чаще всего расходы может показать компания для того, чтобы в конечном итоге снизить свою налогооблагаемую базу? Мы регулярно к этому вопросу возвращаемся, но тем не менее он постоянно возникает. У АРС есть примеры расходов, которые вы можете учитывать. Но это просто примеры, да, вы можете просто зайти на IRS веб-сайт, и, в принципе, там будет список примерных расходов, которые вы можете учитывать. Но при всем при этом этот список не эксклюзивный, да, то есть это не значит, что если там чего-то нет, а у вас действительно есть бизнес-расходы или какая-то бизнес-необходимость, да, чтобы этот расход у вас был, а это не значит, что вы его не можете учитывать, потому что в налоговом законодательстве написано, что, в принципе, все бизнес-расходы, которые вам необходимы, чтобы вести активность, деятельность компании, чтобы генерировать доход, они могут учитываться и могут списываться как расходы компании. То есть все, что вам необходимо для того, чтобы ваш бизнес работал и так далее. Здесь могут быть, конечно, очень такие интересные вопросы, да, а вот если мне необходимо полететь на Мальдивы, да, чтобы заключить там сделку, ну, не совсем. Ну, полететь, я думаю, куда-то можно, но если Мальдивы, то это только если должно быть чем-то действительно обусловлено, какая-то конференция на Мальдивах, да? Но мы сейчас ее организуем, конференцию на Мальдивах, амазонщики... Ну, например, вы можете полететь в Китай, чтобы посмотреть на склад или на какой-то, там, не знаю, завод или на фабрику, которая делает или выпускает товар для вас, например, под вашим брендом, или вообще в целом, да, или вам нужно сделать какой-то quality control, или вам нужно договориться о более выгодных условиях и так далее. Конечно, да, то есть определенные бизнес-поездки в любые страны, они обусловлены, да, чем-то, они обусловлены бизнесом, естественно, вы можете их списать в расход, но это должно что-то быть, что-то, что для бизнеса вашего необходимо, и что вы можете, естественно, подтвердить. Ну, я правильно понимаю, что это могут быть сотрудники, которые работают в разных странах, в Таиланде, в Украине, в Беларуси, в Гондурасе, где угодно, да? Это могут быть компании, которые работают в разных странах, опять же, которые оказывают вам услуги, или они вам для чего-то нужны, вот. И это может быть... Это может быть что угодно. Например, я не знаю, если вы, я не знаю, просто пример такой дам, да, например. Если вы продаете там карандаши на Амазоне, да, то у вас есть определенные расходы, которые вам необходимы, да, чтобы продавать эти карандаши, чтобы их покупать где-то, да, на какой-то там фабрике, чтобы их доставить, то есть доставка, да, чтобы их там растаможить, чтобы их упаковать, чтобы их перепаковать, там по одному, по два, по три и так далее. То есть это все такие расходы, которые вам надо, чтобы продать эти карандаши. Если же вы продаете, например, какую-то одежду, да, и пришел вам, доставка пришла, и это там, например, я не знаю, что-то там было испачкано, и вам нужно сделать, почистить, да. Для вас это будет необходимым расходом, да, заплатить cleaning service, cleaning компании, чтобы почистить эту одежду. Но, может быть, такой расход не будет уместным, если вы продаете карандаши, понимаете? То есть это должно быть уместно логично обосновано. с точки зрения того, что вы продаете, какой товар вы продаете, вообще чем вы занимаетесь. Я понял. Спасибо большое, Анна. Но главным для меня итогом вот в завершении является, что все мы должны организовать все-таки какой-то большой симпозиум на Мальдивах, все туда отправятся, вот, списать все это в расход, и всем будет счастье, мы договоримся о новых направлениях бизнеса, и будет Америка процветать или не очень. Или мы все будем процветать, да? Спасибо большое, Анна. Мне было
интересно. Я благодарю вас за участие в этом шоу. Если вам, наши дорогие зрители, нужна индивидуальная консультация с Анной, напишите мне в личные сообщения. У нас есть сайт edil.cc. Там вы можете записаться на бесплатную консультацию, где мы с вами 15 минут поговорим, чем мы можем быть вам полезны. Вот. Также мы ведем бухгалтерское сопровождение всех компаний, которые зарегистрированы в США, в любом штате. Мы открываем компании, сопровождаем, открываем Amazon аккаунты, помогаем с банковским сопровождением и так далее, так далее, так далее. То есть все, что касается ваших финансов, обращайтесь к нам, будем рады вам помочь. Это было шоу «Безос курит». Увидимся с вами ровно через неделю. У нас не менее классный спикер будет в следующий четверг. Ну а Анна, вам еще раз спасибо большое за участие и хорошего вам дня. Спасибо, вам тоже. И в Мальдивах. Доброго дня.